Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. На главной странице канала находится раздел «Плейлисты». Так как узорчиков уже очень много, и чтобы вы не запутались, для вашего удобства, все узорчики собраны на небольшие коллекции. А своим постоянным зрителям отдельный привет, слова благодарности. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими интересными веселыми ниточками. С ними мы уже работали, помните, да? И, естественно, с новым узорчиком. Смотрите, напоминаю, как всегда, да? Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Не обязательно брать такую же, как у меня. Я показываю на этих ниточках, вы можете делать на любых других. Все узорчики универсальны. Один и тот же узорчик с разной пряжей выглядит по-разному, поэтому берите любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Ну, а я в свою очередь расскажу ниточках, с которыми работаю сегодня. Смотрите, называются они Папатья, Батик. Вот такие вот интересные, веселые ниточки. На камеру, кстати, передаются так, как они есть на самом деле. В 100 граммах здесь находится 360 метров, и это стопроцентный акрил. И нам советует производитель брать крючок от 3,5 до 4. Видите, да? Крючок спицы. Конечно, любую секционную пряжу хорошо вязать спицами. Вы вяжете лицевой гладью, и в зависимости от цвета уже появляется узорчик уже красиво. Нам крючковязом тоже хочется попробовать, да? Итак, смотрите, пока не забыла, называю цвет. Цвет номер 14. И крючок я сегодня беру, смотрите, 3,5. Вот, 3,5 буду вязать. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете аннотацию, да, рекомендации от производителя, что вам совет по поводу крючка, подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте я наберу 8 раппортов, это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается, я буду набирать 33 воздушные петельки, но вы набирайте сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, делаем одну воздушную петельку. Раз. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп, столбик без накида. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и 2 петельки вместе. Оп, столбик без накида. И вот так вот мы с вами должны будем пройти вдоль всего нашего ряда, всей нашей цепочки, и в каждую петельку провязать столбик без накида. Это несложно, так? То есть вы провязываете со своей скоростью, аккуратненько, внимательно, не пропускаете ни одну петельку и не провязываете, так скажем, 2 столбика в одну петельку. То есть сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков без накида должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть если у меня 33 петельки в цепочке, значит из столбиков должно получиться 33. Да? Вот такая легкая математика. Все, не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь будьте внимательны. Делаем накид. Смотрите, пропускаем, получается, один столбик. Вот смотрим на верхушку. Один пропускаем, так? И вот у нас идет столбик. Смотрите, мы как делаем. Мы его захватываем сзади наперед. Получается, столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки.
То есть мы только что провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Еще раз, накид. Точно так же возвращаемся к этому же столбику и провязываем точно так же второй столбик, рельефный лицевой столбик с накидом. И точно так же возвращаемся вокруг этого же столбика и провязываем третий рельефный лицевой столбик с накидом. Таким вот образом. Далее смотрите, накид. Пропускаем вот один столбик и вот следующий столбик. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом обычный. Угу. Далее накид. Опять пропускаем один столбик. И вот следующий столбик. Мы вокруг него будем танцевать. Смотрите. Вот так вот опять захватили. Столбик перед крючком. И вот так вот провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Опять сделали рельефный лицевой столбик с накидом 2. Да, и точно так же 3. Не сложно? Я думаю, не сложно. Дальше, когда узорчик вырастет, вы увидите всю прелесть вот именно данных рельефных столбиков. Накид. Пропускаем, получается, мы следующий столбик. Вот наш следующий столбик. И вот за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. И наша с вами задача чередовать, провязывать вот так вот столбик с накидом обычный, 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Столбик обычный, 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Между рельефными столбиками и обычными вы пропускаете по одному столбику. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда мы встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота получается. Так, наши, получается, рельефные столбики с обычными столбиками. Заканчиваем мы ряд обычным столбиком, вот в петельку подъема предыдущего ряда. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, вот наши 3 рельефных столбика, да, и мы провязываем за верхушечки. Точно так же беремся 3 столбика без накида. Тут ничего сложного. Дальше у нас стоит один столбик, помним, да? Мы точно так же беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. Опять 3 рельефных столбика, и мы у них за верхушечки беремся и провязываем столбики без накида. Тут вообще ничего сложного. То есть ваша задача все столбики, да, предыдущего ряда провязать столбиками без накида. Видите? Вот так вот идем, идем и все провязываем столбиками без накида. Не сложно? Не сложно. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик с накидом. Повторяйте. Угу. Далее смотрите, накид. Вот один столбик пропускаем предыдущего ряда и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее накид. Теперь будьте внимательны. Смотрите, вот мы один столбик пропускаем, вот у нас следующий, да, столбик без накида. Смотрите, как мы провязываем. Мы опускаемся ниже, вот один столбик, где у нас, помните, был еще на ряд ниже. Захватываем столбик вот таким вот образом, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Точно так же сюда опять вернулись, провязали также второй столбик с накидом. И точно так же вернулись и провязали третий столбик с накидом. Все 3 столбика рельефные лицевые столбики с накидом. Помните, как мы вязали в самом первом ряду, то есть теперь мы беремся за столбик вот именно как раз этого первого ряда. Идем дальше. Накид. Получается, вот мы столбик пропускаем, и следующий столбик, получается, вот центральный. Помните, у нас были 3 столбика, да? В центральный, получается, столбик, над ним столбик без накида. Мы провязываем столбик с накидом. Накид. Опять пропускаем один столбик. Вот наш следующий столбик, но мы опускаемся на ряд ниже. Помните, одиноко стоящий столбик. Захватываем его вот таким вот образом и провязываем 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Поняли? То есть мы танцуем вокруг одного столбика и провязываем здесь 3 столбика. И они у нас будут рельефные, именно лицевые. Видите, какая получается картина? То есть приобретается объемчик.
Все, и вот так вот шагаем, получается, столбик один пропустили, вот наш центральный столбик как ориентир. Беремся за столбик без накида и провязываем столбик с накидом. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд, но вот с такими вот небольшими изменениями, несложными, да? Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Угу, давайте, у вас получится. Так, смотрите, видите, объемчик вырастает, вырастает. Вот мы провязали наш ряд, и как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть мы, получается, вот пропускаем столбик, и в самый последний столбик провязываем просто 2 обычных столбика. То есть здесь у нас рельефных не будет. Вот, все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И точно так же, как вот во втором ряду нашего узорчика, мы шагаем по всем столбикам предыдущего ряда и провязываем столбики без накида. Понятно? Вот. Столбик без накида. Дальше опять 3 рельефных столбика. Мы их тоже провязываем столбиками без накида. То есть наша задача вернуться, да, на начало ряда. И мы возвращаемся столбиками без накида. Это совсем не сложно. Просто не пропускайте каждый столбик. Считайте 3, 1, 3, 1, 3, 1. И у вас все получится. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот такая картина у нас получается, все ровненько, аккуратненько. И продолжаем дальше. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. Теперь наша задача точь-в-точь повторить самый первый ряд. Так, накид, смотрите, мы пропускаем один столбик, и вот следующий столбик, но опускаемся на ряд ниже, помните, да? И точно так же провязываем 3 столбика рельефных лицевых столбика с накидом. 1, сюда же вернулись вокруг этого столбика, танцуем, провязываем 2 рельефный столбик с накидом. И точно так же вокруг этого же столбика танцуем и провязываем 3 рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. И получается, мы пропускаем опять столбик, и вот следующий столбик как ориентир, да, центральный столбик, вот этот вот столбик с накидом. Над ним столбик без накида, и мы в него провязываем столбик с накидом. То есть сам по себе узорчик, смотрите, 2 ряда. Вначале у вас рельефные столбики, потом обычный, да, столбик, рельефный, обычный. Обратно вернулись столбиком без накида. Следующий ряд точно такой же, просто вы смещаете в шахматном порядке. Видите, рельефные, обычные. Все, и обратно вернулись опять столбиками без накида. Вообще не сложно. То есть вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Потом опять повторяете. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Для тех, кто умеет работать по схемке, я сюда схемку прилагаю. Схемка очень простая, все доступно, все понятно. Смотрите, вяжите, сами себя контролируйте. Кто не умеет взять по схемке, посмотрите. Настолько простая схемка, тем более мы уже все элементы разобрали, никаких сложностей не возникнет. Посмотрите, вы убедитесь, что не так уж и сложно вязать по схемкам. Итак, смотрим схемку, сами себя контролируем, увеличиваем прорез несколько рядочков. Я в свою очередь посмотрю, как у меня будет меняться цвет ниточки. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Как вам? Не сильно объемный, но видите, рельеф очень-очень даже хорошо видно. Узорчик односторонний, то есть с изнаночной стороны, видите, ничего нету, но зато все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать, да? Вот лицевая сторона. Смотрите, вы можете, конечно, провязать точно так же разноцветными ниточками. То есть в моем случае в голову приходят только детские вещи, да? Вот это шарфики, это костюмчики, кофточки, может быть, пальтишки. Если вы будете вязать однотонной ниточкой, то это у вас может быть из летней ниточки, да, одноцветной. Из летней ниточки это может быть топики, маечки. Если это будет демисезонная зимняя, то шарфики, снудики, кофточки, кардиганчики. Не забывайте поворачивать узорчик, да. И вот таким вот образом тоже разворачивайте узорчик. Очень оригинально будет смотреться данный узорчик в сумочках. Да, полипропиленовый шнур берите, полиэфирный шнур берите, вяжите коврики. Очень будет классный массажный эффект для ножек. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите из любых ниточек. Вы даже рядочки можете взять разными ниточками, чтобы у вас остаточки ниточек ушли. Очень будет шикарно, оригинально. И не дырчатые, да? И не сильно плотные, не сильно дырчатые. Самое то. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Если, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок, то у меня это сегодня получается, вот, смотрите, практически 21 сантиметр. И здесь, смотрите, каждая лапка, да, вот этот веерочек, это 2 ряда.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и самый первый наборный 19. Так, это у нас получается, ну вот, всего лишь только 11,5 сантиметров, потому что столбик без накида это малюсенький, тоненький ряд. То есть узорчик вяжется легко и быстро, но растет, конечно, за счет этого не очень быстро. Но смотрите, берете большой толстый крючок, да, толстую пряжу, и, возможно, ваше изделие вырастет быстро. Так вам. Если кто уже что интересненькое вязал с непосредственно данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно. Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки новичкам, да, они прочитают, заинтересуются и что-то интересное свяжут. Вот такая красота. Из моих ниточек практически не тянется и практически не тянется. Из ваших тянуться может больше, может меньше. Пробуйте, 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 пробуйте. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Очень много зрителей смотрят видео, но канал не подписывается. Подписывайтесь, будет очень много интересного. Сохраняйте себе в плейлисты данное видео. Делитесь с друзьями, с подружками. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.